Всем привет, меня зовут Иван, это канал Юрганов Лайф. Друзья, едем в лес за мхом, чтобы строить баню, прокладывать мох между бревнами и посмотрим, есть ли грибочки, в каком количестве, какие и в таком роде. Погода нам позволяет находиться в лесу сколько угодно долго, но на самом деле у нас ограниченное время, это 2 часа. Поэтому за 2 часа нарвем мох, нарвем грибов и приедем обратно строить баню. Погнали! Свернули в лес, а тут такая красота. Прям охота зайти и не выходить. Прибыли на место, вот здесь сейчас поищем грибочки. А вот там дальше, справа, в лог уйдем, там будем рвать мох. На улице не жарко, ветерок дует, то есть комаров сдувает, и не жарко в плане того, что ходить, собирать и рвать мох. Самая такая комфортная погода для посещения леса. Лесотерапия. Переоделись, все, в форму, которую предназначена для сбора грибов. Ну и как всегда поначалу, только не отходя от кассы, то бишь от машины, появляются грибы. На этот раз у меня попалась лисичка. Гриб лисичка. Вот такой смышленый и полезный гриб. Ох, прям семейство лисичек. Первая находка. Аккуратненько в корзинку, и можно идти дальше. О, друзья! Вот еще лисички. Тут же рядом, смотрите. Ух ты, эти растут, эти я оставлю. Надо же как. Аккуратненько срезаем под корешок, чтобы можно было потом еще приехать и их пособирать. При этом, смотрите, вот лисичка. Ну, этот можно, этот крупненький, я его срежу, грибочек вот такой. Опс, упс. Вон еще рядом. В общем, эта полянка получается лисичья. Да, кстати, лисичья. Лисья. Лисья. Еще один. Боже, смотрите, поперли лисички. Так, лисички поперли, но надо дождик. Ребят, давайте напишем в комментариях, чтобы пошел дождь. Обязательно пошел дождь. И тогда следующие ролики будут еще более грибные, нежели нынешние. Ребята, это просто бомба! Грибы белые. Я вам покажу, какого размера. Олег вон там нашел. Братишка мой вон срезает. А я вам вот этот, который прям на солнышке пригрелся. Посмотрите, какой экземпляр. И все-таки он, друзья, прелестный. Вот такой крупный шикардос. Так, но лес сухой. Срезал ножку, почистил. Скажем так, есть норки червячков, которые ползали, но на засушку это самый обалденный гриб. При том, что вон Олег еще тоже один грибочек нашел. Пойдемте. Где-то я видел. А, вон он, вон он. Может, вам тоже уже видно. Так, приближаемся к красавцу. Смотрите, какой. Класс. Просто здоровский. Что-то тут. А вот он. Имеется в виду, показалось, что там еще рядом с ним кто-то растет. Какой-то нет. Он сам по себе вот такой прелестный гриб.
и без червей. Ребят, он прям совсем без червей. А все потому, что вот здесь мох, он такой влажный, он зеленый, сырой, и поэтому грибы без червей. А вот тут же рядом и лисички выросли. А вот еще лисички. Нет, ребята, все-таки сухо в лесу. Поэтому, если кто-то из вас знает молитвы или какие-то заклинания, чтобы можно было привлечь дождь, обязательно напишите в комментариях. Буду время от времени читать, произносить, и тогда будут дожди. Будут дожди, будут и грибы. Еще нашел полянки лисичек. При этом посмотрите, друзья, какие ромашки растут. Классные. Так, лисички, лисички. Вот они, сестрички. Да, вот они, хорошие лисички. И количество такое достаточно приятное, потому что их не... Тут, кстати, кто-то уже срезал. Это новый слой, что ли. Так, вот еще я вижу. Ах ты, как здорово. Нет, все равно, ребят, давайте действительно пишите, потому что земля сухая, а грибам нужна влага. Влага, то бишь дожди. И тогда будем показывать вам, что будет, какие грибы у нас будут расти здесь. Ух ты, какие. Кто-то там надрывается, из птичек поет. О. Так. Вот они. Дальше пошли. Да, вот они. Вот вторая поляночка. О чем я вам и говорил. Шишку уберем, дабы не мешало обзору. Так, лисички это тоже вкусненько. Отказываться я не собираюсь от них. И вот немножко еще. А ну вон там. Пошли лисички, пошли. То есть лисички пошли. Белые вроде как не то что отходят, но немножко, скажем так, пересушенные. А вот лисички, они маленькие, как раз самый такой самолет, чтобы их собирать. А вот и эта болотинка, где будем рвать мох. Вон туда пойдем. Вот, ребят, уже 3 мешка собрали, буквально, наверное, минут за 10. Дальше рвем. Вот таким мхом и буду прокладывать бревна бани. Вот он, вот он. На небольшом, вернее, участке прям большое количество мха. Вот его так рвем. Кто-то тут уже до нас побывал, рвал. Место, видать, знатное, поэтому я все-таки сделаю мхом. Это и полезнее, ребят, и, скажем так, правильнее. Можно, конечно, в магазине и джут купить, но, во-первых, это дорого, а во-вторых, это все, можно сказать, искусственно. А вот натуральный мох, он ценен и полезен. И когда будет испаряться, высохнуть, запах будет стоять натуральной бани. Ладно, продолжаем. Дорвем еще 2 мешочка и поедем уже за грибами на другое место. 20 минут прошло. Нарвали 5 мешков мха. Посмотрите, какой он. Прям приятный, влажный. Прям банька будет теплая. Но суть не в этом, ребята. Вон машина, куда грузить надо. А вот тут же грибы сразу. У нас сегодня тема грибная маховая. Итак, что мы видим? Правильно, белый
росток. Переросток вот такой крупный. Уже совсем нога у него мягкая, червивая. Брать его смысла нет. А вот повесить, скажем так, на дерево, и чтобы ветер развеял споры, то бишь, скажем так, посадил грибы. Это я вот так сделаю. Ну все, грузимся и переезжаем на новое место за другими маленькими свежими грибами. Грузчик первый пошел. Арбайтен, шнеля, шнеля. Ну вот, только переехали на новое место, уже сразу белый гриб. Грибы вроде как есть, но они уже какие-то старенькие. Надо маленькие находить. Надо находить, друзья, маленькие. Чем я сейчас и займусь, наверное. Ребята, ждет такой красавчик. Вот он. С краешку спрятался. Белый боровик. Боровичковский грибочек. Класс. Классец прям. Отлично. Дальше идем. Лес изумительный. Такой природный парк. Нет, не парк юрского периода. Ни в коем случае. Опа! Опачки! Еще один тут же. Тут же еще один. Да! Да, красава. Ха! Мох нарвали, грибы собираем. И вот. Да, я его с первого раза, ребят, не заметил. А вот прошел вот так бочком. Голову повернул вправо и увидел, как ему тяжело было подняться, потому что у него на шляпке был мох. И что-то его задерживало, и он не мог приподняться. И опять же его, посмотрите, как скрючило. Очень сильно. Порой и меня так скрючивает. Прям под натиском тяжелой жизни. Но ничего страшного. Все преодолеем. Гриб тоже преодолел. И он свою миссию выполнил. Он попался мне на глаза. Ножка хорошая. Ну, без червей, без мелких. Потому что, опять же, он рос в мху, в таком зелененьком. Тот, который любит впитывать влагу. Лисичка. Вот лисичка. О, даже две. Даже три. Вот они подросли и готовы сдастся. Здорово. Корзинка опять потихонечку наполняется. Вчера а вот эту я не заметил сразу. Этого лисенка. Так же, как вчера, наполняется потихонечку. И это замечательно. И пока ищем грибы, попадается черничка, как обычно. Необходимо принять эти дары леса в дар бесплатно, дабы набраться сил, а черника зрения, чтобы мы лучше увидели грибы. Поэтому пару ягодок точно надо скушать. Она полезная, свежая.
Конечно, сбор еще не начался, он только вроде как с 15 числа идет. Но мы же не в промышленных масштабах живем. Вот этот грибник уже тут вовсю точит их. Черничку. Прям, смотрите, в 2 руки. В 2 руки он ее собирает. Так, а у меня вот веточки, кустики. Такие прям огромадные. Прям чувствую сейчас, как я ее скушаю. Вот. Вот как-то так я насобирал. А теперь будем кушать. Мухи летают. Главное, муху не съесть, которая залетает. Огонь. Вкусная. У меня, наверное, язык черный. Темный? Темный. Такая кисленькая, вкусненькая и приятная. Кстати, можно, наверное, выехать и за черникой пособирать. Но это не про сегодня, потому что сегодня надо еще баню строить, сруб складывать. Мох нарвали. А 16-го уезжаем вообще на горный Алтай. Поэтому смотрите, как будем отдыхать. Вроде как даже есть в планах сходить в казино. Конечно, мы не будем там миллионы проигрывать, выигрывать. Просто сходим, посмотрим. А может даже поиграем. Вкуснятина. Олег тоже едет. Вот этот грибник. На коленке не становись, а то все коленки вон как подстреленный. Да. Вот еще одна партия чернички. И я ее скушаю. Прелесть. Кто сейчас кушает, вам приятного аппетита. Мне тоже приятного аппетита. Канал Юрганов Лайф. Продолжаем собирать грибы. Еще немножко походим. Кстати, пришли вон на полянку, где неделю назад маленький грибочек я оставлял. Ну, то есть собирал белые грибы. И маленький грибочек оставлял, чтобы он вырос. Посмотрим, вырос или нет. Собрали, не собрали его. Как-то так. Пойдемте. Вот эта полянка. Кстати, грибы росли там, но сейчас я вижу, вырос белый гриб в другом месте. Ну как бы на этой же полянке, но не тот. Это не тот гриб, который я оставлял. В любом случае, я его забираю. Ух ты какой. Вот. Спелый. Самый такой гриб, который мне нравится. Я думаю, вам такие же нравятся. Небольшие, не переростки и в то же время не совсем маленькие. Проверю сейчас на червивость. Очень бы хотелось, чтобы он был не изъеден червями. Ножка не изъедена. Кстати, мне в этом плане сейчас повезло. И вот вам показываю, что он действительно без червей симпатичный белый гриб. Ребят, где-то вот здесь оставлял этот гриб маленький, но я его сейчас не вижу. То есть он, похоже, вырос, и его собрали, сорвали грибники, которые были после меня. Только что с братом решили, что находим на сегодня последний гриб белый и уходим. Он мне как раз попадается. И после этого пойдем к машине. Пойдем к машине и поедем уже в сторону дома. Вот это он и попался. Завершающий сегодня белый гриб. И, конечно же, как это бывает, как без этого, чтобы идти к машине уже на завершающем этапе и не попался гриб. Но на этот раз, друзья, это уже подосиновик. Очень запашистый гриб, когда его добавлять, к примеру, в суп там или во вторые блюда. Вот такой с оранжевой или красноголовник, как его называют. С такой оранжевой яркой
шляпкой. Ну вот, ребята, смотрите, что нас собирали. Какие грибочки. Короче, прошел час. За час мы насобирали лисичек немножко, совсем немножко. И немного белых. Белые и такие. И вот такие. Всякие разные. И самый такой красивый гриб, это попался вот предпоследний. Вот такой белый боровой гриб. Ходили час примерно. Не так уж и много. Я доволен. Я остался очень доволен, потому что буквально за сегодня уже сколько мы сделали дел. Мох нарвали, по лесу прогулялись, грибы насобирали на жареху. Даже, может, на 2 жарехи. Ну, я доволен. Чистый воздух, прекрасная погода, отличное настроение, красивый лес, Томская область. Канал Юрганов Лайф. Меня зовут Иван. Ребята, если вам этот ролик, видео понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, тем самым помогайте ему продвигаться выше. Со мной, без меня. Со мной, без меня. Поэтому пишите комментарии, ставьте лайки, подписка. Я с вами прощаюсь. До новых встреч и говорю вам пока.